Такой обалденно вкусный, аппетитный ужин я себе приготовил. На десерт сделал хлебную запеканку с бананами. По-деревенски картофельное пюре в духовке, овощи и курица в пакете. А если вы желаете узнать, как я это сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Время готовить. И сегодня я решил сделать в деревенском стиле картофельное пюре, которое запекается в духовке. И к этому прожарить в мешке куриные ножки, тоже в духовке это запекается. И на сладкое я решил сделать хлебный пудинг или хлебную запеканку с бананами. Это все обалденно вкусно. И чтобы время терять, я покажу, что я буду делать. Может быть, я вам подкину идею сделать то же самое, почему бы и нет. Итак, для картофельного пюре картошку я уже вычистил, вымыл, сейчас поставим вариться. Для хлебной запеканки нам придется сделать болтушку. Для этого я возьму 4 яйца. Заливаю молоком. Так, примерно достаточно. В то же время возьму масло. Грамм 100. Отправил в кружку, и это мы поставим топиться в микроволновке. Теперь сюда мы добавляем сахар. Сахар добавляем по вкусу. Если очень сладкое, побольше сахара. Если не очень сладкое, поменьше сахара. И все это мы сейчас забьем. Взбиваем, пока у нас сахар не растворится. Так, мы сбили болтушку. Я проверил на сахар. Сахара мне достаточно. Теперь берем хлеб. И крышим, и сюда добавляем всю эту болтушку. Все добавляю на глаз. На данный момент это у меня 6 слайсов хлеба я уже израсходовал. Так, чтобы это все хорошо у нас промокло. Так, я думаю, что еще пару слайсов хлеба мы сюда отправим. Здесь крайние слайсы у меня хлеба. Сейчас мы накрышим так и дадим полчасика постоять, чтобы хлеб хорошо пропитался нашей болтушке. Тем временем масло у меня уже растопилось. Так, хлеба достаточно. Сейчас это пускай теперь у нас размыкает все. И время от времени будем помешивать. И так полчаса будем ждать. Пускай примерно полчаса пойдет, чтобы все это размокло как следует. Тем временем я взял куриные ножки здесь. Добавлю сюда примерно... сейчас я весь майонез израсходую, потому что образует такой соус. Так. Сюда добавлю молотый перец. И у меня здесь такая приправа специально для курицы. Приготовил форму. Также приготовил пакет. Рукой все это сейчас перемассажирую как следует, чтобы все перемешалось. Солить я не солю, потому что майонез соленый. Я обратил внимание, что иногда, когда солишь, получается очень соленое. И теперь это я перекладываю все в пакет. Так.
Здесь майонез. Все сюда. Теперь пакет завязываем. Так, и делаю, прокалываю пару дырочек. Но сразу же в духовку я сейчас не отправляю, дам где-то полчаса так помариноваться, и тогда мы отправим все это в духовку. Так что через полчаса мы отправляем это в духовку 180 градусов примерно на 45 минут. Итак, у нас хлеб хорошо пропитался здесь. Очень хорошо. Сейчас еще раз перемешаем. И теперь мы сюда нарежем бананов. Так, я думаю, что достаточно. Как следует, теперь все перемешаем. Так, на этом этапе сюда выливаем топленое масло. Как следует, все это перемешаем. Очень хорошо. Теперь я взял такую форму для выпекания. Здесь попрыскал уже пекарным маслом, чтобы где ничего не приставало. И все эту массу несем сюда. Так. Равномерно распределим, чтобы все хорошо было. Здесь у меня немножко корицы посыпем сверху. Так. И пойдет в духовку 180 градусов примерно на 45 минут до готовности. Вы сами увидите, когда это будет готово. Так что с Богом. Итак, для картофельного пюре нам понадобится луковая зажарка. Если у вас есть сало, то сало пойдет очень хорошо сюда. Но у меня, к сожалению, сала нету, так я только лук сделаю. Сало с луком хорошо пережарить. Ну, выходим из положения, пользуемся продуктами, что дома, под рукой. Так. Здесь я взял сковородку. Сюда добавим много масла. Ну, на грамм 50 сливочного масла сюда сейчас идет. И чтобы сливочное масло у нас не подгорало, я добавляю сюда постное масло или растительное масло. Включаем газ. Сейчас немножко это растопится, разогреется, и мы сюда отправим лук. Так, бульки пошли, значит, можно сюда отправлять лук. И лук нам надо карамельного цвета, чтобы такой стал хороший такой золотистый цвет. И будем помешивать время от времени, чтобы ничего не пригорало, а равномерно все у нас жарилось. Итак, смотрите, как у нас красивый цвет приобретает лук. И сейчас дадим еще минуточку и выключаем газ, и на этом достаточно будет. И на этом наша зажарка будет готова. Я думаю, что теперь... Посмотрите, какая прелесть. На этом зажарка теперь готова, я выключаю газ теперь. И ждем, как у нас картошка сварится. Итак, картошка у меня сварилась. У меня здесь грамм 50 масла, я еще сюда добавлю. Я добавляю сейчас холодное молоко, потому что все равно это идет все в духовку. Перец. Соль. Солим по вкусу. Отправляем нашу зажарку сюда же.
И делаем пюре. Итак, пюре у нас готово. Сейчас я... И теперь все перенесем вот в эту форму. Так, распределим равномерно. Беру вилочку, пройдем, сделаем узорчик. И отправляем это в духовку до золотистого румяного цвета сверху. 180 градусов. Итак, к нашему блюду я еще решил сделать немножко овощей. Тут у меня замороженные овощи немножко. Сейчас мы это добавим все сюда, немножко подсолим. И добавим немного масла. И этот отправим в микроволновку за 5 минут перед подачей на стол. Так что за 5 минут перед подачей на стол мы это отправим в микроволновку. Ну вот такой финальный результат получился. Смотрите. Курица, запеканка, картофельное пюре и овощи здесь. А теперь я положу красиво на тарелочку и посмотрим, как все это будет выглядеть. Вот такой финальный результат получился. Запеканка, посмотрите, какая аппетитная, с бананами. Курица в пакете, картофельное пюре по-деревенски и овощи. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей, что можно приготовить на обед или на ужин. А в моем случае мне захотелось картофельное пюре по-деревенски, то, что запеченное в духовке. Получилось обалденно вкусно и аппетитно тоже. И также в духовке запеченные в пакете куриные ножки, и к этому сделал еще овощи. А на десерт я решил сделать хлебную запеканку с бананами. Так как у меня осталось много хлеба, и чтобы не пропадало, все надо израсходовать. Это все обалденно вкусно. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало какую-то идею сделать то же самое или что-то наподобие такого, почему бы и нет. А на этой аппетитной ноте хотелось бы прощаться. Моя семья садится теперь за ужин. А вам хочу пожелать самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.